Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. И сегодня у нас немножко необычное видео. Я сегодня не буду печь, я сегодня хочу поговорить с вами о хлебе и о муке. Я купила хлеб ремесленный, который продается у нас в Самаре. Я не буду называть производителя, потому что совершенно не важно. Я сама не пеку на продажу, я пеку только для себя, для своих друзей и знакомых. Вернемся к хлебу. Я купила ремесленный хлеб, который выпекается в дровяных печах по старинным технологиям. И сейчас я хочу с вами посмотреть на этот хлеб, попробовать его, посмотреть на его текстуру, разобрать, почему он такой, какой он есть, и посмотреть на муку, из которой этот хлеб выпекается. Итак, первый хлеб, который мы смотрим, это пшеничный хлеб из муки первого сорта. Вот такая вот буханка. Буханка весом 750 граммов. Достаточно толстая корка, такая вот матовая, в муке. Не был выполнен надрез, поэтому тесто разорвало там, где оно решило разорваться. Неплохой мякиш, но я вижу прям приличной толщины корку. Если попробовать на вкус, давайте отрежем и посмотрим на мякиш поподробнее. Довольно плотный мякиш, он однородный, хорошо пропеченный. У хлеба хороший запах, душистый, но при этом для меня достаточно странный вкус. Производитель уверяет, что он печет свой хлеб из шугуровской муки. Я давно хотела купить шугуровскую муку себе на пробу, но, к сожалению, маленькими объемами она не продается, а большие объемы мне ни к чему. Я решила взять этот хлеб, попробовать, что из себя представляет шугуровская мука. По всей информации, которую я нашла о шугуровской, у нее достаточно высокий процент белка. Это сильная мука с высокой клейковиной, 14% белка. Но вот здесь сейчас по качеству этого мякиша я бы так не сказала. Хотя это мука первого сорта, не высшего. Мог бы быть он, конечно, и более пористым. И еще один важный момент. Для меня вкус этого хлеба показался достаточно странным. Я почувствовала привкус соды и с такой горечью в послевкусии. Честно говоря, я не догадалась, зачем добавлять соду в хлеб. Я спросила своих единомышленников, с которыми общаюсь, пекарей, и мне сказали, что соду могут добавлять производители для снижения кислотности хлеба, если закваска много кислоты набрала, либо вот мука кислит цельнозерновая. Но это не цельнозерновая, это первый сорт, напоминаю. Ну, в общем, мякиш вполне приемлемый, толстовата корка, почему-то нет карамелизации практически. Очень такой он матовый. Я полагаю, что это из-за недостаточно высокой температуры выпекания. Вот нет никакой карамелизации, матовая поверхность. Ну и странный немного для меня вкус. Сейчас я вам покажу второй хлеб. Мы его тоже уже попробовали. Это хлеб цельнозерновой из муки собственного помола этого производителя хлеба. Как они утверждают, у них каменные жернова, и они мелют сами. Нет оснований не доверять. Я вижу, что мука достаточно грубого помола, темный такой срез. Мы его тоже попробовали. Здесь, как мне показалось, тоже присутствует содовый привкус, но гораздо меньше, чем в предыдущем образце. Ну, не сказать, что мякиш прям сильно пористый, но, в принципе, для цельнозерновой муки это допустимо. И, опять же, меня смущает абсолютно матовая вот такая шершавая корка. Нет абсолютно никакой карамелизации. Не знаю почему. Опять же, наверное, либо отсутствие пара, либо температура выпечки не совсем та, при которой корочка у нас красивая становится. И третий хлеб. Это цельнозерновой ржаной. Ну вот здесь что можно сказать? Здесь подрыв по кругу. Вообще это в хлебопечении считается дефектом, но для ремесленного хлеба допустимо. И плотный такой мякиш, прям плотный-плотный. Мне не хватило в этом хлебе душистости.
Я люблю, когда ржаные хлеба, они прям ароматные и очень ярко раскрываются. Здесь достаточно плоский, не очень интересный вкус и опять же толстая корка. Ну а теперь я объясню, зачем я снимаю все это видео. Я, попробовав вот этот хлеб, цельнозерновой пшеничный, решила купить муки у этого производителя, который он молол сам из шугуровского зерна, и попробовать испечь по своим рецептам и привычным мне технологиям. Понятно, что не в дровяной печи, а в обычной бытовой электрической духовке, но мне интересно, что у меня получится. Муку я опять же не буду показывать название производителя, я купила всего килограмм муки, чтобы понять и попробовать, что можно из нее сделать. Она грубоватая, я сейчас покажу, какая она по текстуре, но мне интересно, что же у меня получится. Я сейчас покажу вам поближе муку, ее качество. Вот эта мука, та самая ремесленного помола, цельнозерновая. Я думаю, что видно качество. Очень много в ней содержится отрубей, их прям видно. Ну, я бы сказала, что мука процентов на 30, наверное, состоит из отрубей. Отруби это, конечно, очень полезно. Они очень полезны для кишечника, для пищеварения. Если в самой оболочке зерна содержится огромное количество микроэлементов, витаминов, но если они вот такими огромными кусками, они, конечно, у нас не усваиваются, эти микроэлементы. Но зато отруби работают как щетка в кишечнике и выводят все, что там могло скопиться нехорошего. А сейчас я покажу муку, к которой я привыкла, с которой я люблю работать. Это тоже цельнозерновая мука, абсолютно цельнозерновая мука, тоже жернового помола на каменных жерновах, но это мука промышленного помола. То есть это заводской помол, она очень тонкая, она очень нежная, тоже с высоким содержанием белка. Это мука производства Тамбов-Крахмал, я ее очень люблю и часто на ней пеку. Из нее получается замечательная, вкусная, душистая выпечка за счет того, что размолота она очень мелко, биодоступность всех компонентов при таком помоле она гораздо выше. И, конечно, усваиваются микроэлементы лучше. В общем, каждая мука хороша по-своему. И мне интересно, что у меня получится из одной вот этой вот грубой муки испечь. Я обязательно это сделаю и покажу вам результаты. Поэтому в следующем видео я покажу весь процесс, то есть я не буду ничего скрывать от начала до конца. Мы с вами посмотрим, как ведет себя эта мука при аутолизе, при замесе, при выпекании, что в итоге у меня получится. Мне самой интересно, я ни разу ее не пробовала. Мне интересно, что же получится. Для меня это такой вызов. И я думаю, что вам тоже будет интересно смотреть, как работать с грубой цельнозерновой мукой ремесленного помола и что же из нее можно испечь, какого результата добиться. Поэтому подписывайтесь на канал, смотрите это, предыдущие и следующие видео. И мы с вами испечем еще много всего интересного.